Представьте себе человека, которого боялись все. Человека, чья власть была абсолютной, чья репутация легендарна. Его зовут Саша Север. Он был коронованным вором в законе, смотрящим по Твери, хозяином всей криминальной жизни области. 20 лет он держал всех в страхе, но даже самые сильные иногда имеют уязвимости. Враги подстерегали его на каждом шагу. На одной тайной сходке приняли решение, которое потрясло весь воровской мир. Саша Север раскоронован. Легенда рушится. Почему? Общак, который он распределял, встречи с журналистами, слухи о наркотиках и иск к чиновнику, отказавшему в амнистии. Но Саша Север необычный человек. Его авторитет был выше всех. Его уважали не только воры, но и знаменитости. Он дружил с Михаилом Кругом. Музыка Круга сопровождала его годы жизни. Их дружба стала настоящей легендой. Сможет ли он устоять, или падение неизбежно? После раскоронования он исчезает из Твери, устраивает новую жизнь в поселке. Семья, дом, свое место. В этом видео вы увидите все, как рушатся легенды, как власть и предательство переплетаются в мире криминала, как человек, которого боялись даже опасные преступники, строит жизнь на своих условиях. Не пропускайте ни минуты. История Саши Севера – это жизнь на острие власти, предательства и опасности. Друзья, если вы уже в шоке от того, что услышали, поставьте лайк под этим видео. Это очень помогает продвижению и дает понять, что вам важна правда, а не красивые мифы. А в комментариях напишите, что по-вашему страшнее, стены тюрьмы или люди внутри нее. Ответы я обязательно читаю. Продолжаем. Для Саши Северова тюрьма – это не просто место, где он оказался по воле судьбы. Это было его первое общество, первый урок жизни. Родившись в Караганде, в самой тюрьме, он с самого начала не знал ничего другого, кроме решеток, охранников и криминальных порядков. Его мать Рима была не просто преступницей, а настоящей звездочкой в мире афер, на чьи плечи пришлись десятки лет заключения. Она путешествовала по стране с разными фамилиями, и ее обманом верили самые влиятельные люди. Рима стала для сына не просто матерью, а примером, даже несмотря на всю ее опасную деятельность. Как мог обычный ребенок, рожденный в тюрьме, вырасти нормальным человеком? Он ведь с самого детства был окружен не законами общества, а законами зоны. В такие моменты мало кто задумывался о том, какой путь ждет таких детей. Но жизнь Саши Севера только начиналась. С самого первого дня, когда он оказался в интернате, все пошло не так. Он не мог быть обычным школьником, он не знал, как взаимодействовать с другими детьми, не умел играть по нормальным правилам. В его мире существовало только свои правила, свои понятия чести и достоинства. Ему пришлось столкнуться с первыми проблемами в жизни, с первыми стычками, конфликтами и драками. Этот непослушный подросток не вписывался в мир, где не было тюремных порядков. Неудивительно, что его отправили в исправительное заведение для трудных подростков, где ему пришлось познакомиться с настоящей жестокостью и суровым отношением. Все это было подготовкой к тому, что его ожидало в будущем, к тем зонам и молочным комнатам, которым он однажды с гордостью будет называть своей второй родиной. Но как только он вступил на этот путь, его жизни уже не могло быть прежней. В 17 лет Саша совершил свою первую кражу. Все началось с этого, и с каждым годом его путь в тюрьму становился все более неизбежным. Тюрьма для него стала школой выживания. Он научился читать людей, разбираться в их слабостях и использовать их себе на пользу. Он стал жестоким, но с этим он научился жить. Он начал доверять лишь тем, кто был рядом, и искренне уважать только тех, как и он, знал цену тюремных правил. И вот в 1978 году он уже на зоне для малолетних. Здесь его ждал первый опыт общака. Знакомство с самыми жесткими законами тюремной жизни, где за каждую слабость тебе приходится платить. Он стал вором по-настоящему. С этим званием к нему пришло уважение и первые подданные, которые восхищались его храбростью и умением вести себя в любой ситуации. Но это был только первый этап. Он еще не знал, что его ждал настоящий тюремный мир, в который его приведут самые суровые испытания. Как Саша Север оказался в самой известной и самой страшной тюрьме страны, Владимирском Централе? Что за события заставили его войти в этот Тверской круг? И как этот путь превратил его в одну из самых уважаемых фигур криминального мира? Владимирский Централ – это не просто тюрьма, а символ. Символ сурового тюремного мира, где не прощают слабых, где каждый день это борьба за выживание, а каждое решение может стоить жизни. Для большинства заключенных это был конец пути, место, где их жизнь превращалась в бесконечную борьбу. Но для Саши Севера это было только начало новой главы, которая, как оказалось, предопределила его будущее. Когда Саша впервые попал во Владимир, его судьба была уже практически решена. Он был не просто заключенным, он был тем, кто мог изменить ход событий. В этой тюрьме не было места для слабых, и только те, кто готов был бороться, могли выжить. И Саша был готов. Здесь, среди самых опасных и известных преступников страны, он научился не только выживать, но и манипулировать ситуациями. Он быстро
быстро понял, как важен статус, как важно умение завоевывать уважение, поддерживать страх. И здесь, в этом мрачном месте, ему удалось стать одним из самых уважаемых воров в законе. Как же ему это удалось? Как он мог так быстро завоевать такой высокий статус, несмотря на свою относительную молодость? Здесь, во Владимирском Централе, Саша впервые столкнулся с тем, что его ждали не просто испытания, но настоящее предательство и опасности, которые могли бы сломить любого другого человека. Но Саша был не из тех, кто сдается. Он учился понимать людей, видеть их слабости, манипулировать ими и становиться сильнейшим в этом мире. Здесь же его жизнь пересеклась с жизнью Михаила Круга, будущего певца, который стал не просто другом, но и человеком, который сыграл важную роль в истории Саши Севера. Как их судьбы переплелись и как они стали настолько близки, что один посвятил другому песню, которая в будущем станет легендой русского шансона. Но что это за песня была на самом деле и почему имя Саши Севера было заменено на «Ветер»? Это не просто вопрос, а целая история, которая скрывает в себе больше, чем кажется на первый взгляд. Саша Север был не просто вором в законе, он стал символом, который был по-настоящему легендарен. Но как он оказался в этом положении, что ему пришлось пережить, чтобы стать тем, кем он стал? Он не был обычным преступником, он был человеком, который знал, как управлять всей этой системой. Но что произошло, когда Саша Север вернулся домой из Владимирского Централа? Как он стал не только криминальной легендой, но и другом для Михаила Круга? Что привело к тому, что его имя было связано с песней, которая до сих пор звучит в каждом уголке страны? И почему его репутация в криминальном мире начала рушиться? Владимирский Централ был не просто точкой на карте. Это было место, которое меняло людей. Но когда Саша Север вышел из него, он уже не был тем же человеком, каким был раньше. Он вернулся домой не как просто заключенный, а как настоящий вор в законе, с именем и репутацией, которые вызывали уважение и страх одновременно. Возвращение домой для Саши Севера не было простым, но в то же время это был момент, когда его имя стало символом всего криминального мира. Местные авторитеты уважали его, но он сам был не готов вернуться в мир, который уже давно не знал никаких законов. Он чувствовал себя чужим в своем городе, и это ощущение не покидало его. Но здесь, в Твери, судьба подготовила ему встречу с человеком, который не только стал другом, но и символом новой эры в его жизни. Михаил Круг – шансонье, чей голос вырывался в каждое сердце, чьи песни уже давно стали гимнами для тысячи людей. И хотя они были абсолютно разными, их судьбы переплелись в самом неожиданном месте – в тюрьме. Когда Михаил Круг приехал на встречу с Сашей, он не просто навестил друга, он привез с собой нечто большее – песню, которая навсегда впишет имя Саши Севера в историю. Песня «Владимирский Централ», посвященная ему, стала не просто произведением искусства, а настоящим гимном для тех, кто знал, что такое жить за решеткой. И хотя в первом варианте песни звучала строка «Саша Северный», Александр попросил изменить ее. Почему он захотел, чтобы его имя было убрано из песни, а на его место пришел ветер? Эта песня стала символом не только для Саши Севера, но и для целого поколения людей, выросших в 90-е годы. Воровская честь, тюремные порядки и та тяжелая жизнь, что они пережили, обрели голос, который звучал в каждом уголке страны. И вот так через музыку жизнь Саши Севера стала не просто криминальной легендой, но и частью культурного наследия. Но что произошло после того, как Саша Север вернулся в родные края? Почему его жизнь так стремительно стала крутым поворотом судьбы? Как его отношения с Михаилом Кругом стали важным моментом в истории шансона? Как отбывание наказания стало для него не просто этапом в жизни, а целым вехом, по которым его будут помнить десятки лет? Но настоящая трагедия для Саши Севера наступит не сразу. Как он потеряет своего друга Михаила Круга? И что на самом деле скрывается за слухами о возможных долгах, которые якобы существовали между ними? Почему жизнь Саши Севера после этой утраты будет настолько изменена? Ответы на эти вопросы ты узнаешь в следующей главе. Когда Саша Север потерял Михаила Круга, он потерял не просто друга, он утратил нечто гораздо более важное – частичку своего мира, который был построен на взаимном уважении и поддержке. Михаил Круг был не просто известным шансонье, он стал голосом поколения, его музыка всегда будет связана с тяжелыми годами, когда страна переживала глубокие изменения. Но что произошло, когда Михаила убили? Кто был ответственен за его смерть, и как это затронуло не только друзей, но и целый криминальный мир? Саша Север не мог остаться равнодушным. Несмотря на свою стойкость и репутацию, его потрясла смерть друга. Они оба пережили множество испытаний, но это было что-то, что он не мог предсказать. И хотя слухи ходили разные, истинная причина убийства осталась под вопросом. Множество людей в криминальной среде подозревали, что за убийством Круга стоит нечто большее, чем просто случайность. Говорили, что между ними произошла ссора, что Север задолжал Кругу деньги, и что именно это стало причиной трагедии. Но расследование показало, что это всего лишь слухи, не имеющие под собой реальных оснований. Как же такое могло случиться с человеком, который
который был для всех символом. Почему преступный мир не простил убийцам Круга их поступок? А сам Саша Север оказался в центре этой трагедии. Вопросы оставались открытыми, но реальность была неумолимой. Смерть Михаила потрясла весь мир, и особенно Сашу, чья жизнь после этого стала похожей на долгую и мучительную тень. Но самое интересное начнется позже. Вскоре выяснится, что заказчиком убийства Михаила Круга стал никто иной, как сам авторитет из Твери, Александр Костенко, известный под кличкой Лом. И хотя многие пытались списать это на личные отношения или финансовые вопросы, мотивация была гораздо более сложной. Костенко стремился к большему, к статусу первого мафиози в Твери. И как оказалось, именно Круг с его популярностью и авторитетом мешал ему этого достичь. Но что было дальше? Как смерть Круга изменила жизнь Саши Севера? Почему слухи о его причастности к убийству не покидали криминальную среду? И что произошло с теми, кто стоял за этим преступлением? В следующей главе мы расскажем, как Саша Север продолжил свою жизнь в мире, где его имя больше не значило ничего. Саша Север, еще недавно неоспоримо воровской авторитет и смотрящий по Твери, оказался в центре самой настоящей криминальной бури. За 20 лет своего пребывания на вершине преступного мира он создал себе репутацию, которую не смогли разрушить ни годы, ни тюрьма, ни испытания, которые он пережил. Но время не стоит на месте, и Саша стал мишенью для тех, кто и хотел его места. В 55 лет после десятилетий власти он стал объектом нового заговора. Сергей Волков, известный под кличкой Волчок, заручился поддержкой Юрия Пичугина, которого все назвали Пичугой, и Василия Христофорова, Вася Воскрес. Эти трое решили снять Сашу Севера с пьедестала. Волчок давно не мог забыть, как потерял свое место смотрящего по Твери, теперь был готов бороться за него любой ценой. На одной из крупных сходок было решено, что Сашу Севера нужно раскороновать. Для этого должны быть веские причины, и они нашли их. Севера обвинили в неправомерном распределении воровского общака. Он был обвинен в том, что отправлял небольшие суммы в общак, а оставшиеся деньги тратил на собственные нужды. Еще одним серьезным обвинением стало его общение с журналистами и раздача интервью по вопросам, которые воровская среда давно считала табу. Но самое резонансное обвинение – это наркотики. Как бы Саша не пытался объяснить, что употребление наркотиков не является чем-то необычным в его среде, большинство авторитетов не могли простить ему этого. Однако самое громкое обвинение касалось его поданного иска к чиновнику, который не выпустил его по амнистии. Этот шаг в криминальном мире считался неприемлемым, и многие посчитали его предательством. Снятие короны стало для Саши шоком, но он не мстил. Он просто продал свою квартиру в Твери и уехал с семьей в поселок, вдали от мира, который его обесценил. Он сказал журналистам, что больше не желает возвращаться в тюрьму. За границей города он был готов начать новую жизнь. Но воровской мир не забыл его. Однажды Саша все-таки обратился к Шакро молодому, пытаясь вернуть утраченное положение. Однако Шакро отказал ему, и на этом попытки вернуть титул воровского авторитета закончились. В 2015 году Волчок оказался за решеткой. Он был задержан за хранение наркотиков и приговорен к 5 годам тюрьмы. В том же году Пичуга оказался в руках правоохранителей. После этих событий о Саше Севере долгое время ничего не было слышно, и пошли слухи о его смерти. Но в действительности он просто ушел из глаз общественности. Он обосновался в поселке Кушалино, обнес свой дом 2-метровым забором, а во дворе установил вертухаевскую вышку, чтобы никто не мог попасть туда без разрешения. Но что будет дальше с Сашей Севером? Неужели его жизнь, полная побед и потерь, окончательно закончится? Или он еще найдет способ вернуться в криминальный мир? После того, как Саша Север покинул криминальный мир, его жизнь стала чем-то совершенно иным. Он отказался от всего, что когда-то определяло его существование. От власти, от статуса, от жестких тюремных законов, которые его окружали десятилетиями. Но несмотря на все изменения, его прошлое не оставило его в покое. Он продолжал писать стихи, часто делал интервью для журналистов, вспоминая о своих тяжелых годах в тюрьме и жизни на зоне. Он поддерживал связи с друзьями, и его дом часто был полон гостей, бывших авторитетов и даже некоторых певцов шансона. На номерном знаке его машины красовались надпись «Вор», что еще раз напоминало всем, кто он был. Но несмотря на свою славу, Саша жил в гармонии с собой и своей семьей. Он не стремился вернуть утраченные титулы или положение в криминальной иерархии. Он был верен своим жизненным принципам и по-прежнему следовал воровским законам. «Не верь, не бойся, не проси». Весной 25 года Саша отметил свое 66-летие. Он чувствует себя прекрасно, несмотря на проблемы со здоровьем и старые травмы, оставшиеся после тюремной жизни. Он наслаждается тихой и спокойной жизнью с любящей женой и детьми. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.